Эчпочмаки. Такие национальные блюда должны жить вечно. Из простых продуктов получается очень вкусно и совершенно несложно приготовить. Должны получиться у всех с первого раза. Вы только посмотрите, какая сочная начинка. Я решила, что буду готовить двойную порцию. Замораживаю часть. Когда разогреваю, получается практически как свежие. Вначале приготовлю начинку, так как она должна дольше постоять, чем тесто. Тесто бездрожжевое, поэтому готовится очень быстро. Лук, сырой картофель нарезаю мелким кубиком и мясо примерно такие же кусочки. Мясо у меня филе куриного бедра, можно брать любое на ваш вкус. Добавляю соль, черный молотый перец и все хорошо перемешиваю. Даю постоять минимум полчаса. За это время можно приготовить тесто, кефир комнатной температуры, теплый. Добавляю растопленное сливочное масло. Сметана у меня также комнатной температуры. Соль, сахар. Перемешиваю жидкие ингредиенты и буду добавлять муку. Муку, как всегда, добавляю постепенно, чтобы не утяжелить тесто. Точное количество всех ингредиентов, как всегда, указываю в описании к видео в первом закрепленном комментарии. К муке я добавила соду и все хорошо перемешиваю венчиком, затем ложкой и буду вымешивать тесто руками. И уже по сложившейся традиции хочу напомнить, что когда не знаете, что приготовить, приглашаю зайти на канал Рецепт Копилочку, листать ленту, либо удобнее это все делать через плейлисты. Разделила на супы, мясные блюда, безмясные блюда, на праздничный стол, на каждый день. Думаю, так будет намного удобнее. Фотографии же только готовых изделий. Канал Рецепт Копилочку. Немного совсем вымешиваю тесто на столе припыленной мукой. Вот такое мягкое получается тесто. Отправляю его ненадолго отдохнуть, минут на 15-20. Время прошло. Стол припыляю небольшим количеством муки. Еще немного вымешиваю. Раскатываю в колбаску и делю на порционные кусочки. На вот такие небольшие шарики формирую, чтобы удобнее было потом раскатывать. Раскатываю скалкой толщиной примерно на 3 мм. В диаметре у меня получается около 13 сантиметров. Выкладываю побольше начинки. И формирую такие треугольные пирожки, чтобы верх оставался открытый. Когда-то очень давно меня угостили такими пирогами, правда были на основе дрожжевого теста. Мне тогда так захотелось попробовать научиться их готовить. Я искала в интернете название «Татарские открытые пироги» и совсем недавно узнала уже, что они называются эчпочмаки, научилась их готовить. Формирую вот такую вот красоту. Поближе покажу, как я это делаю. Очень хорошо защипываю края. И я делаю вот такой узор, как на варенике. Как можно тоньше стараюсь закрепить край теста. Вытягиваю и подворачиваю. Вот такая получается красота, не нужно ничего ждать, пока поднимется. Сразу смазываю их желтком с молоком, можно просто с водой. Смазала все пирожки, отправляю в разогретую духовку до 180 градусов. Пекала я 40-45 минут. Очень вкусно получается, посмотрите, как там все красиво булькает. Очень сочная начинка. Сразу показываю, как я их вынимаешь из духовки. Посмотрите, прям там видно, что еще бульон. Пирожочки сверху смазываю вот так вот сливочным маслом. Еще в каждый пирожок нужно положить по кусочку сливочного масла. Сверху на начинку, там где открытый срез,
чтобы масло растопилось, пока сам пирожок еще очень горячий. И это такая вкуснотища, они очень вкусные как в горячем виде, так и в холодном. Отлично брать с собой на перекус, куда-то в дорогу, сытные такие. Если замороженными держать, разогрел и покушал, буквально наелся сразу 2 пирожками с салатом, получается как комплексный обед. Я очень рекомендую, если вы еще не пробовали готовить. Если готовили, напишите, поделитесь, пожалуйста, своими отзывами. И надеюсь, до встречи на канале Рецепт Копилочку.